Привет, фанаты Лего и любители спецтехники! Сегодня я вам покажу самый маленький набор из серии Lego Техник, выпущенный в январе 2025 года. Крутой маленький экскаватор-погрузчик, у которого задний ковш соединяется с шаровой опорой и имеет достаточно хороший диапазон движения. Здесь вы узнаете, как работает механизм подъема и опускания переднего ковша. Посмотрите, как он выглядит в сравнении с другими моделями. И несмотря на то, что у экскаватора нет официальной альтернативной модели, мы легко его модернизируем в брутальный бульдозер или фантастический марсоход прямо сейчас. Знакомьтесь, 42197, экскаватор-погрузчик. На коробке представлено колесо в реальном масштабе. Информация о том, что у этой модели есть функции, с которыми мы познакомимся после сборки. В набор входит 104 детали, 2 пакета и несколько деталей без упаковки. Лист с наклейками не предусмотрен в комплекте. Понятная инструкция со схемами сборки. На последних страницах мы видим дублирование иллюстраций задней части коробки и общий вид экскаватора-погрузчика. Перечень всех деталей на последней странице. В этом наборе нет этапов сборки, поэтому я открываю сразу 2 упаковки. А вот новая фишка в инструкции 2025 года. Когда деталь присоединяется к ранее собранному блоку, она выделяется красным цветом. Во всех своих видео я показываю только интересные моменты на этапах сборки, поэтому не спешите пролистывать кадры. В процессе сборки вы сможете увидеть скрытые элементы конструкции и внутренние механизмы, которые в дальнейшем будут закрыты другими деталями. Для тех, кому сборка не интересна, я предусмотрел тайм-коды. По тайм-кодам вы легко найдете нужный вам раздел. Ищите их в описании к видео. Провожу контроль правильности сборки и работы червячной передачи. И самое главное, что здесь я показываю крупным планом то, что другие не показывают. Обращаю внимание на пины, которые имеют возможность вращаться без трения. Червячная передача очень простая. Это момент, когда вы можете видеть вращающиеся детали. На этом этапе конструкция не является жесткой, поэтому ее необходимо усилить в этих точках. Вот так будет уже лучше. Основа корпуса экскаватора-погрузчика практически готова. Остается прикрепить вспомогательные элементы. Шаровая опора – это изюминка данного набора. Она обеспечивает достаточно хороший диапазон вращения. Еще одна крутая деталь в наборе, которая мне встречается впервые. Она является соединителем очень правдоподобного ковша, что для Lego Техник большая редкость. Колесные диски широкие, по размеру совпадают с дисками от мусоровоза 42167. Имеется круглое осевое отверстие с кольцевой проточкой. Ее видно, если заглянуть вовнутрь. Кольцевая выпуклость на оси совмещается с проточкой на диске. Благодаря этому диск легко вращается, но не соскакивает с оси. Шины размером 34 на 14, полнотелые внутри, имеют внедорожный протектор. На дисках смотрятся нормально. Обращаю внимание, что осевые отверстия на этих дисках отличаются по форме от тех, которые применяются на колесах в мусоровозе 42167. Установка колес завершает сборку экскаватора-погрузчика. Внешний вид экскаватора-погрузчика просто великолепен. Создать такую интересную модель из минимального количества деталей – это надо быть толковым конструктором. При этом на сборку этого красавца уходит не более 30 минут. Мне даже не к чему придраться. В этом наборе с точки зрения внешнего вида все хорошо. Замечательные пропорции. Сочетание желтого и черного цвета. Все говорит о том, что маленькая модель в этом году удалась. Особенно мне нравятся фары, установленные в правильном месте, декоративный козырек на кабине и вот эти крылья. Ходовые качества обычные. Он может ехать сюда, может ехать туда, а может ехать и сюда, и туда. Экскаватор имеет одну полноценную функцию. Это подъем переднего ковша, который осуществляется червячным редуктором. Управление этой функцией расположено на крыше кабины. Сам ковш также может вращаться вокруг узла крепления и фиксироваться в заданных положениях. Выносные опоры выполняют чисто декоративную функцию.
Задний ковш может имитировать земляные работы. Он имеет довольно широкий диапазон движения. Может двигаться в разных направлениях, благодаря шаровому шарниру. Наличие шаровой опоры в этом наборе очень сильно поднимает его привлекательность. Лично я рад, что у меня появилась такая деталь. Сам ковш жестко зафиксирован и выполнен из одной детали. Но давайте посмотрим, как это все работает в игровой практике. Передний ковш легко поднимает и опускает нетяжелый груз. А вот задний ковш – это настоящая декорация, но, пожалуй, его можно использовать для окучивания картофеля в огороде. Но играть с экскаватором в одиночку не прикольно. Нужна компания из таких же небольших наборов. Здорово, что у Лего есть такие возможности. На помощь приходит бульдозер 42163 и самосвал 42147. В этом видео я использую модернизированную версию самосвала. Может быть, поэтому вылет ковша недостаточен для загрузки гор самоцветов и других драгоценных камней в грузовик. Но поскольку я вырос в маленьком горняцком поселке, я видел, как грузят руду на самосвалы. Мы сделаем небольшую эстакаду, и все заработает как надо. Для справки хочу сказать, что руда добывается не в шахте, а в горе. Рабочие, которые добывают руду, называются горняками, а руду из штольни вывозят примерно такими же подземными машинами, похожими на этот экскаватор-погрузчик, но только без заднего ковша. По сравнению с другими моделями схожего размера, экскаватор-погрузчик выглядит очень хорошо. Он прекрасно выглядит на фоне самосвала 42147. Невооруженным глазом видно, что все эти модели дополняют друг друга. А по сравнению с бульдозером, экскаватор-погрузчик – это звезда. Но это не значит, что бульдозер следует списать с счетов. Он нам нужен как для игры, так и для модернизации самого погрузчика. Приступим к модернизации. Пара простых манипуляций, и наш маленький экскаватор-погрузчик получает гусеничное шасси. Несколько деталей превратят его в брутальный бульдозер. Сам бульдозер 42163 идет точно не на свалку, а в места временного хранения деталей. Еще немного фантазии, и бульдозер превращается в вилочный погрузчик, который на базе нашей спецтехники будет перевозить тяжелые детали с места работы на склад. Колеса от экскаватора-погрузчика мы используем для модернизации самосвала. Таким образом, из шоссейного грузовика он превратится в суперкрутой внедорожный автомобиль. Быть может, он подойдет для участия в ралли Париж-Дакар. Не хватает всего пары колес, чтобы изменить колесную формулу на 6х6, чтобы перевозить еще больше грузов. Но дела земные – это прекрасно. Мы летим на Марс. Теперь у нас есть марсоход. Понятно, что научные исследования – это хорошо. Мы же хотим загребать алмазы и самоцветы лопатой. Но если конкуренты задумают что-нибудь плохое, то в нашей команде есть охрана. Кстати, обзоры на эти космические микромодели и фигурки вы можете увидеть у меня в плейлистах. Смотрите мега крутой подарочный набор 75395. А мне пора навести порядок на столе и подумать, как хранить детали Лего в моей мастерской. Вас я попрошу не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить интересные проекты и обзоры на новые и старые наборы Лего. Спасибо за лайки, пишите комментарии. До встречи в новых видео.